Знаете ли вы, что за первые 8 месяцев 2016 года цена акций Сбербанка выросла на 135%, почти в 2,5 раза в долларах США? А известно ли вам о том, что меньше чем за один год ваше состояние увеличилось бы со 100 тысяч долларов до 269 в результате роста акций Аэрофлота? Акции Apple подорожали больше, чем на 100% за 4 года, Microsoft на 55%, а Starbucks на 62% за 5 лет. Каждый из нас знаком с продуктами этих компаний. Кто-то расплачивается картой Сбербанка при совершении покупок, кто-то летает самолетами Аэрофлота отдыхать или в командировки. Почти все выходили в интернет с телефонов марки Microsoft или Apple, но многие ли знают о том, как выросли в цене акции этих компаний? Вполне возможно, что вы ответите «да», ведь эта информация есть в открытых источниках. Но останется ли ваш ответ прежним, если я спрошу вас, удалось ли вам заработать, применив эти знания? Рынок акций ежедневно, ежечасно приносит людям огромные деньги. Только задумайтесь над этими цифрами, они заслуживают вашего внимания. Яндекс подорожал за 6 месяцев почти на 4 миллиарда долларов. Сбербанк подорожал за 8 месяцев больше, чем на 30 миллиардов долларов. Facebook увеличился в стоимости за 3,5 года на 320 миллиардов долларов. Microsoft подорожал на 264 миллиарда долларов за 5 лет, а Apple свыше чем на 400 миллиардов за 4 года. С чем связано столь сильное подорожание акций компаний? Финансовый бум? Экономическая аномалия? Нет. Акции растут и падают в цене каждый день. Их стоимость меняется каждый час. В этом нет никакого секрета, и это знает большинство людей. Конечно же, есть и те, кто разбогател, инвестируя в акции. Билл Гейтс заработал свой основной капитал не на продукте Windows. Он заработал на акциях Microsoft. Уоррен Баффет занимается инвестициями всю свою жизнь. И с каждым годом его состояние растет. Но кто же все остальные, зарабатывающие на ценных бумагах? А главное, почему так мало людей стремится к этому? Что мешает им инвестировать? На самом деле все несложно. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть в прошлое. Ведь все, что происходит с людьми сейчас, уже когда-то происходило. При других обстоятельствах. Давайте вспомним картофель. В Российской империи картофель появился благодаря Петру Первому. Именно он прислал его в Российскую империю из Голландии, чтобы победить голод из-за периодических неурожаев. Ведь картофель неприхотлив в выращивании и может храниться долгое время. Крестьяне получили картофельные семена бесплатно и в скором времени засеяли ими земельные участки. Главная проблема заключалась в том, что крестьяне не знали, как возделывать и употреблять в пищу картофель. Они использовали для еды не клубни, а плоды, так называемые вершки, которые ядовиты и появляются после того, как растение отцветет. Это вызвало волну тяжелейших отравлений, а в ряде случаев более серьезные последствия. В результате возникли так называемые картофельные бунты, на всем протяжении которых крестьяне отказывались выращивать этот овощ даже под страхом каторги. Из-за первого негативного опыта лишь спустя несколько десятилетий картофель занял свое место на столах обычных людей. Это произошло благодаря передаче опыта по его возделыванию и приготовлению, который передавался из поколения в поколение. Впоследствии он даже стал именоваться вторым хлебом. Каким же образом картофель связан с инвестированием? Дело в том, что у жителей многих развивающихся стран нет положительного опыта по увеличению своего капитала. Точно так же, как у крестьян Петровской эпохи не было положительного опыта выращивания картофеля. 90-е годы оставили неприятный осадок на самом понятии инвестирования. Давайте вспомним ваучеры. Правительство подписало указ, согласно которому любой житель страны, вне зависимости от возраста, становился владельцем доли госсобственности. Для этого среди населения бесплатно распространяли ваучеры. Но, как и в случае с картофелем, выданные людям ваучеры не использовались правильно. Большинство не понимали их назначения и поэтому просто продавали ваучеры многочисленным скупщикам или сдавали в так называемые ЧИФы – чековые инвестиционные фонды, которые должны были выплачивать людям дивиденды. Как показали дальнейшие события, дивиденды получили единицы. Крестьяне не знали, как выращивать и употреблять в пищу картофель, а могли бы получить вкусный и питательный продукт. Наши современники могли бы стать владельцами частной собственности, акционерами, но не стали ими из-за того же недостатка информации. Это отбило у них интерес к дальнейшим инвестициям. Сравните. В той же России, по данным Центробанка, на 146 миллионов населения приходится 95 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. Это всего 0,06%. Именно такой процент населения занимается инвестированием. Данный показатель является нормой для уровня развивающихся стран – СНГ, Африки, Китая и Южной Америки. В то же время в США ситуация противоположная.
С середины 19 века в этой стране уже успел сформироваться положительный опыт от процесса инвестирования. Именно поэтому на сегодняшний день несколько десятков миллионов людей приумножают свой капитал таким образом и передают информацию об этом из поколения в поколение. На инвестициях в ценные бумаги можно заработать. Но много ли ваших знакомых пробуют таким образом делать деньги? В развивающихся странах подобный вид заработка не популярен. Считается, что это очень стихийная вещь, и спрогнозировать рост акций практически невозможно. Гораздо более предсказуемый и поэтому более распространенный способ вложений – недвижимость. У многих людей есть положительный опыт заработка на недвижимости. Именно поэтому кто-то из ваших знакомых, скорее всего, зарабатывал или продолжает зарабатывать определенные суммы, сдавая квартиру или офис арендаторам. Но довольны ли они уровнем дохода от недвижимости на данный момент? Как показывают сегодняшние реалии, немногие. Растущие налоги, плановый ремонт, общение с арендаторами – все это отнимает время и силы. Сегодня инвестиции в недвижимость все еще приносят деньги владельцам жилья. Но это далеко не золотые горы и уж точно не эталон пассивного заработка. Думаю, что те из ваших знакомых, кто сдает недвижимость в аренду, это подтвердят. Конечно же, сдача квартиры, комнаты или магазина в аренду не единственный способ заработка на недвижимости. Казалось бы, что может быть проще? Купить квадратные метры в строящемся доме, дождаться окончания строительства и продать готовую недвижимость. Но на данный момент осуществить продажу не такая простая операция, а разница между ценой покупки и продажей очень часто совсем небольшая. Информационная справка. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России с 2012 года по 2016 год снизился на 55%. Динамика ввода офисных площадей в Москве с 2014 по 2016 год сократилась почти на 80%. По состоянию на июнь 2016 года объем предложений на вторичном рынке жилья Российской Федерации вырос на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2015 по 2016 год в 20 крупнейших агломерациях России квадратный метр жилья за год подешевел на 4,6% до 101 тысячи рублей. В 2014 году стоимость квадратного метра жилья в Москве равнялась 4800-5000 $5000 за квадратный метр. На начало 2016 года средняя цена квадратного метра в Москве составляла уже $2500 США. С 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 вторичное жилье подешевело на 5,8%. С 2015 по 2016 год проседание рынка первичного жилья оценивается аналитиками в 18%, а вторичного в 30%. Данный ролик снимается в декабре 2016 года, и в ближайшее время стремительного роста цен на недвижимость не предвидится. Еще один популярный способ вложений – банковский депозит. Да, это надежный способ хранения капитала. Именно хранение. Ведь при вложениях 1-2% годовых в валюте приумножить капитал невозможно. Здесь есть гарантии, стабильный небольшой процент, сумма застрахована государством. Но задумайтесь, есть ли среди ваших знакомых люди, сколотившие состояние на банковском депозите? Другое дело – фондовые рынки. Многие знают, что там крутятся огромные деньги. Доступ к ним открыт каждому человеку, но при этом зарабатывает здесь далеко не каждый, а многие и вовсе теряют свои деньги, полагаясь только на удачу. Доходит иногда до абсурда. Например, ни для кого не секрет, что число 8 имеет священное значение для китайцев. Многие китайские аналитики учитывают это в своих прогнозах. Многие ориентируются на цифру 8 при покупке акций, надеясь, что она принесет им удачу. Именно 8 июля произошел обвал китайской фондовой биржи, что вызвало катастрофические последствия в этой стране. Тем не менее, на инвестировании в акции зарабатывают каждый день. Вы часто видели подобную картину на фото или в кино. Так торговали еще в 80-е годы. Сейчас торги выглядят именно так. Сегодня именно здесь определяется, сколько будет стоить нефть, золото, одежда из хлопка, железо, сахар, апельсиновый сок или кофе. Можно было бы сказать, что будущее благосостояние людей решается именно здесь. Но понятие «судьба» на фондовых биржах не существует. Зато есть понятие «аналитика», «прогноз», «тенденция». Эти понятия не зависят от любых случайностей. Здесь нет места игре. Читая октябрьский экономический обзор, клиенты и все были приятно удивлены.
С 10 октября по 10 ноября доходность вложений составила 53,7%, что в годовом исчислении дает 612,5. У многих появился вопрос, каким же образом удалось достичь такого значительного результата. В результате проведенной нами масштабной и дорогостоящей аналитической работы в августе мы спрогнозировали, что аномально жаркая погода, которая установилась в Соединенных Штатах в сентябре и октябре, приведет к продлению сезона инъекций газохранилища и еще больше увеличит и без того рекордные объемы запасов, что в свою очередь приведет к падению цены. Перед тем, как начать открывать короткие позиции, мы взвесили все факторы, влияющие на рынок, и оценили возможные риски. Поэтому, когда в начале октября наблюдался спекулятивный рост цены на газ, мы не только не вышли из актива, но и нарастили объем вложенных средств. Что подвигло нас открывать позиции вопреки существующему на тот момент тренду? Интуиция? Нет. Качественный анализ, проведенный командой наших специалистов. Я думаю, что вы согласитесь с утверждением. Невозможно разбогатеть, делая то же самое, что все остальные, вкладывая в банки и недвижимость. Однако мы упустили из виду еще один распространенный, часто успешный вид заработка – это собственный бизнес. Организовывая собственное дело с целью извлечения высокой прибыли, нужно делать что-то уникальное, либо что-то обычное, но уникальным способом. Пример – компания Coca-Cola и ее лимонады. Часто люди организовывают бизнес в сфере, которая им наиболее близка. Салон красоты, стоматология, продуктовый магазин, продажа билетов или автосервис. Они вкладывают в это все свои силы и время, все знания и опыт. Благодаря их усилиям бизнес начинает работать лучше, развивается. Многие предприниматели открывают новые торговые точки, чтобы заработать еще больше. Но они сталкиваются с распространенной проблемой. Им очень сложно нанять управляющего, который бы работал с той же самоотдачей, что и владелец бизнеса. Инвестируя из бизнеса в бизнес, деньги переходят из одного кармана в другой, исчезая в нем навсегда. Поэтому и возникает вопрос, куда вложить прибыль, как распорядиться тем, что уже заработано. На сегодняшний момент я являюсь владельцем бизнеса, который приносит мне хорошие деньги. К такому результату я пришел методом проб и ошибок. И, конечно же, самая большая трудность на пути к успеху в бизнесе – найти свою команду по-настоящему замотивированных на работу людей. На это ушло больше всего времени. И, конечно же, в своем деле результат появляется тоже не сразу. В отличие от бизнеса, при работе с инвестициями отдача почти мгновенная. К тому же не нужно тратить собственные силы для достижения результата. На это есть профессионалы. Лично я вижу два плюса в инвестициях. Первый – это способ увеличить свою прибыль от бизнеса. Второй – это отличная подушка безопасности на случай кризиса. Я знаю, что при возникновении трудностей у меня есть время для решения проблемных ситуаций, ведь я заранее побеспокоился об этом. Мое мнение такое – бизнес и инвестиции – отличное сочетание. Ben daha önceki yıllarda bu tür şirketlerle görüştüm ama hiçbir şirket benim parama hiçbir garanti vermedi. Yeni tanıştığım bir arkadaşımla İFC Fonu ile görüştüm. İFC Fonu hesaplarımın yönetimini kendi imkanlarımla yapıyorum. Onun için burayı tavsiye ediyorum. Sadece kar payının olması değil, kar zarar ortaklığının da olduğundan dolayı buranın iyi olduğuna inandığım için sizlere üye oldum. Справка об International Financial Community. International Financial Community – международная компания, основанная в 2008 году. Компания предоставляет информационно-аналитические материалы в сфере инвестиций и финансов. Представительства компании – Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Словакия, Венгрия, Россия, Болгария, Чехия. Клиенты – частные и юридические лица. Все наши клиенты разные. Кто-то уже успел попробовать один или несколько видов инвестиций, кто-то только начинает пробовать. Но всех наших клиентов объединяет одно – им нужна серьезная аналитика и минимум сюрпризов. Им нужны гарантии. Возможно, вы уже слышали о компании International Financial Community. Возможно, читали наши аналитические обзоры, статьи. Если это так, то вы знаете, что принципы IFC основаны на открытости и ответственности. Мы размещаем наши аналитические материалы в открытом доступе и отвечаем за результаты инвестиций перед каждым нашим клиентом. Я считаю, что наши отношения с клиентом носят уникальный характер. Мы предоставляем качественные аналитические материалы, советы, рекомендации, делимся своей интеллектуальной собственностью, информацией, которую мы накопили за годы работы на финансовых рынках. Благодаря этому даже те, кто не работали с рынком ценных бумаг ранее, увеличивают свой капитал.
Мы сказали про высокую доходность. И действительно, 53,7% результат, который многие могли бы охарактеризовать как потрясающий. Но как быть с гарантиями? Можно ли гарантировать клиентам такую доходность? Мы не можем гарантировать доходность. Мы гарантируем безубыточность инвестиций для наших клиентов. У других не так. С нами у клиента нет риска. Хотите парадокс? Мы все знаем, что сломать один прутик намного легче, чем несколько. Но несмотря на это, когда дело касается инвестиций, многие забывают этот пример. Решают делать инвестиции в одиночку и при незапланированном изменении цен на активы утрачивают часть своего капитала. В то время как крупные фонды зарабатывают на этих изменениях. Например, Уоррен Баффет, который поддерживал Хиллари Клинтон на президентских выборах в США в 2016 году, заработал для своего фонда $11 миллиардов всего лишь за 2 недели после неожиданной победы Дональда Трампа. У меня нет большого капитала, но я знаю, что инвестиции – это не только для богатых. Мои вложения придают мне уверенность. Я спокойно смотрю в свое будущее, даже если сейчас ощущаю нестабильность жизни. Итак, гарантии для клиента. Что является ключевым моментом? Собственный инвестиционный счет. Клиент открывает его в любом банке в любой стране мира. Компания International Financial Community предоставляет клиенту информационно-аналитические материалы, а также рекомендации по сделкам купли-продажи ценных бумаг. При этом у компании нет доступа к активам на счете. Но что произойдет, если рекомендации IFC приведут к отрицательному результату инвестирования? В этом случае компания компенсирует клиенту все убытки. Такая форма взаимоотношений IFC с клиентом существует с 2008 года, а недавно даже эволюционировала в отдельный продукт. Есть инвестиционные возможности, которые существуют и по другим вариантам, для более широкого круга инвесторов. На сегодняшний день мы можем предложить клиентам разнообразные продукты от IFC. Это как стартовые пакеты, основанные на работе с низкорисковыми активами, облигациями, так и первоклассная аналитика для высокодоходных продуктов, главное в которых акции. Мы постарались сформировать для каждого клиента подходящее предложение. Достичь большего с нами намного проще. IFC стремится создавать простые продукты со сложным наполнением, как мобильное приложение. Представить сложную информацию в виде удобных графиков – большой шаг навстречу людям, далеким от профессиональной среды инвестиций. Продукты IFC – результат работы специалистов из разных стран мира. Но каждый клиент понимает, что он получает и каким образом протекает работа. Инвесторы IFC получают хороший результат, потому что IFC делают для этого непростую работу. Прогнозирует, принимает решения по купле-продаже ценных бумаг, отвечает за качество и несет полную ответственность за свои действия. В Казахстане не все разбираются в инвестировании в ценные бумаги. В основном вкладывают в недвижимость, люди доверяют этому типу вложения. Часто можно услышать фразу «метр всегда в цене». Обычное заблуждение, можно сказать стереотип. На самом деле на недвижимости уже не заработаешь, как 10-15 лет назад. А в инвестициях никто разбираться не хочет. Говорят, это слишком сложно. Но это такой же стереотип. Есть простое решение. В свое время я узнал об этом от знакомых. Разобраться в том, что предлагает компания, мне помогли материалы, которые находятся в открытом доступе. Сейчас у меня есть собственный консультант, и мне нравится посещать семинары компании. Надо быть открытым к новому, жизнь не стоит на месте. Что отличает инвесторов IFC от множества клиентов инвестиционных компаний? Осведомленность. Компания заранее сообщает инвестору о том, какие действия по увеличению его капитала она будет предпринимать, исходя из текущей тенденции на рынке и многочисленных экономических факторов. Как показывает практика, такие прогнозы сбываются с высокой долей вероятности. Экономические обзоры компании находятся в открытом доступе. Каждый человек может ознакомиться с ними на сайте и на странице в Facebook. А если что-то останется непонятным, каждый желающий может лично встретиться с сотрудниками компании на семинаре и вместе с другими инвесторами задать интересующий вопрос. International Financial Community každoročne usporadúva semináre v rôznych krajinách. Len v uplynulom roku sme prezentovali produkty našej spoločnosti v Nemecku, Bulharsku, Taliansku, v Ruskej federácii, Turecku a samozrejme aj na Slovensku. Preniknúť do sveta investícií a diskutovať na odborné témy so zástupcami spoločnosti môže každý, a to v príjemnom prostredí a za niekoľko dní. Dvere nášho ofisu v Bratislave sú vám takisto otvorené. Tešíme sa na vás. Dovidenia v Bratislave. International Financial Community – это открытая компания.
готовые оказать полную информационную поддержку для своих клиентов и сэкономить их самый ценный ресурс – время. Почему я говорю вам об этом? Я тоже являюсь клиентом International Financial Community и даже построил на продуктах компании свой собственный бизнес. Чтобы убедиться в том, что это возможно, просто приезжайте на ближайший семинар. Уверяю, здесь вы найдете ответы на все ваши вопросы и сможете лично пообщаться не только с представителями компании, но и с другими клиентами.